Всем привет, ребятки и котятки, на связи я, Антон Бустер, и в сегодняшнем ролике мы будем разбираться с погружением в любой визуал за счет звука, саунд-дизайна и музыки. Сделаем звук картинки, разберем несколько ваших работ и ответим на глобальные вопросы, которые могут встречаться у нас на практике. Привет! После того, как я начал погружаться в звуковую индустрию, передо мной начали всплывать фундаментальные вопросы, и некоторые из них начали неплохие делать мне вызовы на практике. Одни из таких — это что погружает нас в происходящее на экране, а что сильнее работает на восприятие звука или визуал, и можно ли за счет звука вытянуть видеоряд, сделать должное погружение, усилить восприятие и вызвать определенные эмоции. И в нынешнее время, конечно же, глупо отрицать, что звуковое сопровождение имеет весомую действительно долю в целостности картины и играет порой лидирующую роль от восприятия. Поэтому сегодняшняя тема посвящена погружению за счет саунд-дизайна, музыки и звука как такового. Сегодня на практике мы разберемся, как разделять этапы при работе со звуком, попробуем сделать звуковое сопровождение к статичной картинке, а в конце вы увидите результат. Но также сегодня мы разберем ваши работы. Подобная практика на самом деле очень прокачивает. И в последнем челлендже, где вы мне прислали картинки со своим саунд-дизайном, показало мне это, что вы действительно можете осознанно погружать в визуал и подчеркивать настроение с помощью звукового ряда. Попозже в ролике мы разберем отдельные лучшие работы, которые я выделил для себя, а голосование проведем в моем паблике ВКонтакте. Работ вы прислали очень много, и поэтому мы его сделаем в отдельном ролике на Бусти. Обязательно досмотрите ролик до конца и не забудьте подписаться. Поехали! Согласитесь, что мы не раз ловили себя на моментах, когда взгляд притягивался к экрану, непроизвольно открывался рот от происходящего и эмоции начинали бурлить, когда в кадре появлялся драматичный момент с висящим на обрыве главным героем или эпичная битва злодеев с супергероем. Для примера возьмем отрывок без звука. Шупух. И. Тыщ. Бзззз. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А так визуал работает с звуковым оформлением. А так уже, по-моему, максимально эпичное, и погружение уже работает намного лучше. Разница налицо, согласны? Давайте разбираться. Как вы уже поняли, любой продакшн делится на несколько этапов производства. В работе со звуком все то же самое, и даже непосредственно в саунд-дизайне. Любая работа со звуком делится на слои. Зачастую это звуки окружения, синхронные шумы, они же фоули, музыка, SFX, ну и чаще всего голос. Game over. Ну как бы это просто не звучало, но все начинается с анализа. Это может быть сценарий, это может быть уже готовый визуал, как в большинстве случаев в нашей практике, когда нам присылают уже готовый проект на озвучку. Когда я работаю с проектами, условно я сразу разделяю весь продакшн изначально у себя в голове, анализирую и детально погружаюсь в происходящее. Чаще всего изначально нам нужно узнать, что несет в себе проект. Например, если это какой-то бренд, с первого взгляда такой странный продукт, как маска от ковида. Как мы можем подчеркнуть этот продукт звуком? Первое, что мне пришло на ум, это дыхание, глубина и внимание к деталям. Introducing Blank, a full cover face mask that protects your eyes, nose, and mouth. Thanks to advanced replaceable filters, you're breathing clean air. Когда мы работаем с подобным контентом, нам очень важно выдерживать стиль. А что если это трейлер к игре? Тут все сложнее, потому что это чаще всего сборная солянка эмоций и происходящего. Но если мы уже работаем с трейлером к игре, то мы четко можем описать с помощью звука настроение проекта, раскрыть его характер и познакомить будущих игроков с геймплеем. Давайте разбираться на примере.
За основу возьмем игру Stray. Игру Stray я выбрал неспроста. Во-первых, я люблю котиков, а во-вторых, эта игра основана в большей степени на красивом ландскейпе, локации, эстетичном геймплее и приколами из повседневных забот кошака. А следовательно и звуку здесь уделили немало времени и постарались сделать приятный аудиофильский такой саунд. Потому что котики это приятно вызывают у нас только мягкие, добрые, позитивные эмоции, скажем так. Грубо говоря, мы уже с вами начали анализировать наш с вами проект и погружаться в него. Мы составили себе будущую картину звука для нашего проекта. Поскольку я вновь начал уделять время прокачке своих навыков в игровой индустрии, я стал чаще анализировать именно игровые проекты и погружаться в них с головой. Как раз сейчас мы делаем с моим коллегой полноценный обучающий курс, основанный на разработке своей игры. Если кому, кстати, интересна эта тема, обязательно сделай подписку у меня в паблике. Там будет информация о дате выхода обучения, а также можно понаблюдать за процессом создания данного курса. Вернемся к нашей визуальной части. Если говорить о видеоряде, геймплее, то мы должны тут анализировать 3D пространство, механики, дистанции, спатилизацию и так далее. Что не скажешь на первый взгляд о картинке. Она статична и погрузить в недвигающийся визуал кажется непросто. Что мы видим на арте из игры Stray? Здесь у нас сайфайный город. Если погружаться в окружение, то мы понимаем, что здесь много вывесок. Справа на здании мы видим много-много телевизоров, которые, скорее всего, что-то вещают. Также и в окнах, да, у нас какой-то видеоряд идет. На первом плане у нас котик, на второстепенном плане у нас два робота и на третьем плане у нас еще один робот слева. В целом мы понимаем, что у нас настроение создает именно первый план, это общение роботов, да, и котик. Они создают дополнительное восприятие и погружают нас в локацию. Ну что, мы подобрались к следующему этапу нашего продакшена, и это основа. Эмбиенс и окружение локации. Так, ну что, сначала накидаем структуру, подберем эмбиенс города, потом какие-то уже детальки будем прорабатывать. Первым делом я всегда накидываю все нужные звуки, которые могут понадобиться. Вот этот, кстати, глубокий эмбиенс интересный. Ну вот тоже подобный неплохой эмбиенс. Что еще нам потребуется? Статик. Да, вот эти звучки мы, я думаю, поднакидываем тоже. Угу. Это можно где-то вдали сделать. То есть наша задача погрузить в город, но сделать это не просто, да, подложить Ambient City, именно сделать вот эту детализацию, что мы действительно в сайфайном каком-то городе. То, что нужно. Это будет наши рекламные баннеры в окне. Погрузились в локацию и сразу сделали внимание к котику. Этап, которому стоит должное внимание уделить, это первый план. Первый план заставляет нас концентрировать свое внимание на визуальной части и начать анализировать происходящее с первых секунд. Поэтому перед тем, как вы приступаете к звуковому оформлению любого визуала, вам нужно выделить ключевые моменты, что передаст настроение и характер вашей картинки, сцены, фильма, неважно. Главное, вы должны отдавать себе отчет, какую мысль первостепенно вы хотите донести до зрителя. Нам нужен мяук. Такой добавим, характерный. Работаем, конечно же, сразу с отдельными дорожками, потом уже будем, может быть, шинами работать. Пресет. Так, гараж. Я бы срезал сразу плотность, потому что он у нас все-таки находится на определенном удалении от нашей камеры. То есть первым делом мы погрузили, да, сделали акцент на котике. Следующим этапом я бы, конечно, перевел внимание на наших роботов. И здесь самое оптимальное, простое, это записать какой-то голос. Я знаю, кстати, один плагин от Waves, который сделает похожий voice, как в Stray. Так, и от Waves он называется Vox, да. У нас уже есть основная ключевая картинка. Следующее, что важно учитывать, это детализация. Те еле заметные детальки, которые дополняют наше с вами звуковое сопровождение. Давай сделаем еще погружение за счет статика нашего на телевизорах. То же самое, срез, причем срез большой.
Да, вот этот сделаем с какой-нибудь музычкой. Ну вот даже, да, такую. Это будет наш типа телек, ну или какая-то реклама, которая позиционирует нас, что что-то там вещается на экране. Те, кто хочет посмотреть целиком вот эту практику, я выложил на Бусти, она получилась на час, и там много-много всяких полезных фишечек и приемов, которые я использую в работе. Поэтому переходи на Бусти и подписывайся. Да, отлично. Как еще оживить? Ну, во-первых, мы можем позиционировать какое-то движение там, да, сделать на удалении совсем какую-то движуху, кто-то там что-нибудь моет, не знаю, там сковородками гремит. Можно даже там еще каких-нибудь накидать. Пусть будет ощущение, что там вдали что-то дальше происходит. Ну и финальный, заключительный этап — это музыкальное сопровождение или бэкграунд. Тут вы должны определиться для себя, а так ли важна музыка в данной сцене, а нужно ли ее выделять на первый план, а может быть она играет вспомогательное восприятие. Все эти ответы можно получить либо на старте, перед тем, как вы приступаете к звуку, либо уже в процессе, когда вы понимаете уже, что ваш саунд-дизайн работает, но не на 100%, и вам не хватает, к примеру, раскрытия настроения картинки, то есть дополнительного какого-то восприятия за счет музыкального оформления. И здесь, конечно, очень важно не перенасытить ваш визуал. Я думаю, сделать что-то музыкальное, дроновое, какую-нибудь фактурку интересную можно сделать вообще самым элементарным способом. Вот эту атмосферу. Просто дроновую текстурку напихали, чуть-чуть калейдоскопом какое-то движение создали. Прикольная штука есть. Step FX. Тоже от Logic. Новая фишечка. Здесь я считаю, что детализация в эмбиенсе, в саунд-дизайне должна на первом месте быть, чтобы действительно вот раскрыть вот эту локацию и детальки. То есть она сочная, яркая, красочная, крутой арт. И пихать музыку на первый план — это значит убить все, что здесь происходит. Те же телевизоры туда-сюда, они сразу уйдут на бэкграунд. Следовательно, чтобы подчеркнуть, просто раскрыть немножко, добавить настроение, движение, можно сделать вот подобные штуки с помощью дрон-саунда, немножко степов добавить за счет там любых степ-генераторов, прописать какую-то мелодию свою, ну, ритмический вот этот рисуночек, и в принципе все. Ребят, в сегодняшнем ролике, мне кажется, мы достаточно неплохо раскрыли тему погружения за счет звука. Давайте посмотрим, что у нас получилось, но перед этим попрошу вас подписаться, поставить комментарий, если вы этого не сделали, и поддержать меня по возможности на Бусти, либо подпиской на мои социальные сети. Ну и напишите, вообще понравился вам финальный результат, который у меня получился для картинки.
Конечно же, в данной практике обычно все на ваше усмотрение. Главное не переборщить и не сделать кашу. Каждый этап продакшена со звуком, конечно, подразумевает под собой и предсведение, и работу с технической точки зрения, запись, постобработка, лейеринг. Основы саунд-дизайна и приемы мы будем разбирать в следующих роликах. Если поставите лайк и напишите комментарий, так мне будет понятно, что ролик полезный и вы интересуетесь этой темой. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили такие сцены, где погружение за счет звука прямо максимально раскрывало визуал и погружало вас. Мне будет очень интересно почитать про эти сцены из игр, фильмов, реклам, которые вас впечатлили. Возможно, я даже вдохновлюсь одним из комментариев и сделаю саунд-дизайн к данной сцене в виде туториала. Я думаю, что это будет интересно, поэтому жду в комментариях, пишите. Ну что, давайте теперь разберем несколько ваших работ. Выбрал рандомно 3 работы, вижу, что в основном прислали вообще ученики мои, которые сейчас учатся, либо проходили обучение. Все остальные работы, как уже говорил, будут на бусте. Поехали. Первая работа — Егор Шмидтке. Отличный эффект. Эффект присутствия уже есть. Позиционирование клавиатуры я бы подальше сделал, левее. Sci-Fi лаборатории хорошо раскрыт. Вот хорошо в панораме все делаешь, а не притягиваешь взгляд к центру, то есть происходящему именно вот здесь. Здесь может генератор какой-то работать, здесь... Запуск реактора активирован. Внимание! Неконтролируемый выброс энергии. Внимание! Неконтролируемый выброс энергии. Да, хорошо, есть детализация, присутствие, эффект, да, но, возможно, с панорамой борщишь, конечно, вот эти все стереофишечки, это все, конечно, здорово, но хочется ощущение сразу погружения, то есть взгляда в центр, то есть какая-то энергия. Я бы, наверное, на старте включил генератор и уже бы вот этот путь прорисовал. И здесь какую-то энергию в моно даже сделал бы какой-нибудь Sci-Fi Energy. Вот, плюс, да, по дистанции позиционирование немножко поработать в отношении, то есть звуков много, да, они все вроде как рядышком, стерео, 3D, все круто, но хочется все-таки еще погружаться туда чуть подальше, что у нас где-то здесь что-то, да, там происходит клавиатура, здесь генератор там и так далее, там дверь, может, открылась. Нет, а так все, гуд, молодец. Вернемся к нашему котику, работа от Владислава Горбачева. Простите. Налево через переход. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9 и 3/4? 9 и 3/4. Думаешь, это смешно? 9 и 3/4. Это не трудно. Споря за поворот. Позиционирование, да, есть, по ощущению, что звуки пережатые немножечко, да, по балансу. Надо посмотреть, какая у тебя выходная громкость. Плюс немножко каша получается за счет того, что там и собака, и туда-сюда, и плюс вот этот постоянный, ну, эффект телевизоров, я так понял, ты тоже сделал. Вы увидите станцию метро. История, все в принципе интересно, но немножечко больше поработать с балансами, динамически, да, чуть-чуть где-то что-то по ощущению пережал, вот, и за счет этого получается сумбурность, да, то есть больше уделяй внимание громкостям, дистанциям, вот, работай с пространством, и в целом будет все замечательно, молодец, в целом идею понимаешь, за трек синтовый отдельный респект, так что красавчик, молодец. Так, еще одна работа от Игоря Колотыгина.
Да, есть погружение, все четко, локация подчеркивается. Может быть, более, опять же, грамотнее проработать с балансами. То есть у нас есть монстр, который звучит больше по ощущению, когда он именно нападает, да, то есть сам выстрел, он сразу выделяется, есть четкое, да, понимание, что он близко, где-то вот здесь прям звучит. И с монстром было бы классно тоже самое, да, сделать, то есть больше у него вот этих там всплеск каких-то там деталек его, плюс, ну, что-то еще, какое-то звучание громкое такое, сабовое, низкое, плюс потом отдаление, ну, то есть больше создать динамики. Динамика также в музыке не помешала бы, да, то есть за счет там вот этой паузы можно вывести громче эпика сделать, когда его оглушило. Поработать, да, и с выходной громкостью тоже посмотреть, что у тебя. Мне кажется, что немножко просадка по люфсам, РМС. Я думаю, что мастеринг исправит и финализация по сведению исправит вот эти все огрехи. А так все круто, замечательно, молодец, тоже респект. Давайте подведем итоги. Звук играет очень весомую роль для любого проекта. Чтобы ваш звук действительно работал, будьте внимательны к деталям. Старайтесь создавать движение, динамику в картине. Притягивайте взгляды за счет как раз близких и дальних звуков и работайте с пространством. В завершение я посоветую вам посмотреть еще несколько роликов, где я детально прорабатывал пространство для видеоряда. Я уверен, эти ролики помогут вам прокачаться и быть крутым востребованным саунд-дизайнером. Все, до скорых встреч, с вами был я, Антон Бустер.